Генри Катнер. Жил-был гном. Никто не заставлял Тима Крокета совать свой нос в шахты Дарнсетских гор. То, что обещает удачу в Калифорнии, может привести к самым отвратительным результатам в угольных копьях Пенсильвании. Особенно, если в дело вмешиваются гномы. Нельзя сказать, чтобы Тим Крокет занимался специально гномами. Отнюдь, он входил в состав той южно-калифорнийской группы, члены которой изучали условия жизни угнетенного пролетариата, так и не выяснив окончательно, кто кому больше нужен – они пролетариату или пролетариат им. Крокет, подобно своим коллегам, считал рабочего помесью гориллы и человека копающего, что не мешало ему произносить пламенные речи о порабощенном меньшинстве, писать передовицы о печатном органе Возрождения и ловко уклоняться от любой конкретной работы. Он утверждал, что на него возложена миссия. К сожалению, объекты миссии питали к Тиму Крокету минимум симпатии. Сам Крокет был длинным, тощим молодым человеком с крохотными паучьими глазками, прекрасно разбирающимся в дешевых галстуках. Если ему что-то и требовалось, так это энергичный пинок пониже брюшного ремня. Но уж никак не пинок от гномов. На средства папаши Тим рыскал по стране, активно исследуя жизнь рабочих к великой досаде исследуемых. Именно эта идея и привела его в Дарнсетские шахты, переодетого под шахтера и с лицом, тщательно вымазанным угольной пылью. Спускаясь на лифте, Крокет чувствовал себя несколько неуверенно среди чистых людей с гладко выбритыми мытыми лицами. Он не учел, что шахтеры становились грязными лишь после рабочего дня. До начала работы Тим шлялся туда-сюда, но вскоре по рельсам покатились груженые вагонетки, и прогуливаться стало затруднительно. Крокет поколебался и направился к рослому субъекту, чье лицо хранило следы великой печали. «Эй, приятель!» – лихо начал коммуникабельный миссионер. «Я хотел бы поговорить с тобой». «Инглишский?» – вопросительно отозвался абориген. «Знаю, вишки, вино, много, ад». Истощив запас английских слов, собеседник удовлетворенно рассмеялся и вернулся к работе, оставив сбитого с толку Крокета стоять в стороне. За неимением новой жертвы, пришедшему в себя Тиму, пришлось отправиться по следам последней груженой вагонетки, что он и сделал, периодически вынуждаемый ползти на животе, больно стукая затылком о низкий потолок. Рельсы уходили в пролом стены, куда и хотел проследовать Крокет, но его остановил хриплый вопль. В крайне непечатных выражениях Тима приглашали подойти поближе для сворачивания шеи и других проявлений членовредительства. Внешний вид кричавшего наводил на мысли о наемном убийце, и неудачливый исследователь кинулся прочь, лихорадочно высматривая боковой тоннель. Вослед ему несся неразборчивый рык, посылавший бегущего в различные неуютные места, и внезапно Крокет остановился, уловив смысл последней реплики. «Пока не взорвался динамит!» Вот в этот самый момент динамит и взорвался. Сначала Крокет обнаружил, что летит, потом способность соображать была на некоторое время утрачена, а когда она вернулась к владельцу, то первым ощущением Крокета было то, что на него смотрит чья-то голова. Вид этой головы не приносил утешения, вряд ли бы вы выбрали себе в друзья ее обладателя. Странная голова, весьма странная, чтобы не сказать отталкивающая. Крокет настолько увлекся созерцанием, что даже не обратил внимания на неожиданное умение видеть в темноте. Валялся Тим в заброшенной, неиспользуемой шахте, и эта информация в ряде случаев толкала заваленных шахтеров на необдуманные поступки. Крокет судорожно моргнул. Когда он снова открыл глаза, то обнаружил, что голова исчезла. Первый случай после взрыва, который поднял Тиму настроение. Увы, и последний. Конечно же, видение было галлюцинацией. Собственно, Крокет не мог даже толком вспомнить, как она выглядела. Остались лишь смутные воспоминания о контурах огромной луковицы, блестящих круглых глаз и неправдоподобно широкой щели рта. Застонав, Крокет сел и попытался определить происхождение серебристого сияния, заполнявшего тоннель. Оно напоминало дневной свет в туманный день, не давало тени и не имело источника. «Радий», — подумал Крокет, ничего не смысливший в минералогии. Шахта уходила резко вперед и также резко упиралась в обломки рухнувшего свода. Тиму мгновенно стало трудно дышать. Издавая нечленораздельные квохчущие звуки, он кинулся вперед и принялся лихорадочно разбрасывать обломки. Но когда он увидел собственные руки, его движения замедлились и продолжали замедляться до перехода к полной неподвижности. Замерев в неудобной позе, он уставился на два шишковатых, удивительных предмета, росших из его кистей. Может быть, будучи без сознания, он успел надеть рукавицы?
Но никакие рукавицы никогда и ни под каким видом не будут похожи на то, что Крокет имел полное основание считать своими руками. Руки были изменены. Они превратились в два массивных шишковатых коричневых клубня, похожих на узловатые корни дуба. Тыльная сторона новых конечностей обросла густой черной шерстью. Ногти явно требовали маникюра, причем в качестве инструмента лучше всего подходила зубила. Крокет с трудом повернул голову и оглядел себя с ног до макушки. Из груди его вырвался тоненький цыплячий писк. Короткие кривые ноги, толстые и мощные, ступни длиной в 2 фута, и это еще не все. Рост немногим более 4 футов, ширина почти такая же, плюс-минус полфута. Наличие выгнутой груди и косолапости полностью искупилось отсутствием шеи, а одежду составляли красные сандалии, голубые шорты и пурпурная блуза с коротенькими рукавами. Ну а из рукавов и торчало то, что Крокет обнаружил в первую очередь – его голова. Контуры огромной луковицы, широченная щель рта. Крокет лег на землю и скрестил руки на груди. Он умирает от кислородной недостаточности, и перед смертью его посещают видения. «Я умираю», – трагически произнес Крокет. «Мне нечем дышать». «Ну и дурак», – заявил совсем рядом чей-то презрительный голос. Тим вздрогнул. Теперь еще и слуховые галлюцинации. «На редкость вшивый образчик гнома», — продолжал наглый голос. «Но, согласно закону Нида, выбирать не приходится. Копать твердые металлы тебе все равно не позволят, а антрацит примерно твоей скорости. Что ты пялишься, дубина? Ты куда уродливее, чем я». Крокет собрался было облизать пересохшие губы и с ужасом обнаружил, что кончик его влажного языка достает примерно до середины лба. Он засунул язык обратно, громко причмокнув, и принял сидячее положение. После чего застыл в неподвижности. Снова появилась голова, на этот раз с ней было и тело. «Я Гру-Магру», — заявила голова. «Ты тоже получишь гномье имя, если только твое не слишком противное. Как оно звучит?» «Крокет», — ответ прозвучал автоматически. «Довольно-таки гнусно, но пока сойдет. А теперь, Крокет, вставай и следуй за мной, иначе получишь хорошего пинка». Но Крокет встал не сразу. Он разглядывал Гру, который явно был гномом. Короткий, приземистый и плотный. Он напоминал маленький раздутый баллончик, покрытый луковицей с огромной щелью рта, пуговицей носа и 2 крайне большими глазами. «Вставай!» – раздраженно повторил Гру-Магру. «Если меня вынудят сделать хоть шаг, – подумал несчастный Крокет, – я сойду с ума, и это будет как раз то, что надо. Гномы?» Гру-Магру выставил вперед свою большую косолапую ногу, придирчиво оценил позицию, и Крокет, описав дугу, слетел со своего валуна. «Вставай!» – 3-й раз сказал гном. Его настроение опять ухудшилось. «Иначе я тебе так наподдам! Мне по уши хватает перспективы патрулирования с возможностью в любой момент налететь на человека!» «Уже!» – Крокет встал. Гру-Магру схватил его за руку и поволок в глубины тоннелей. «Ну, теперь ты почти настоящий гном!» — бубнил он себе под нос. «Таков закон Нида. Хотя такая овчинка может и не стоить выделки. Но что поделать, если гномы не в состоянии воспроизводиться, а плотность населения обязана поддерживаться? Ты хочешь поддерживать плотность населения?» «Я хочу сдохнуть», — яростно бросил Крокет. Гру-Магру расхохотался. «Гномы не дохнут, они бессмертны до самого дня. Я имею в виду судный день». «Нелогично», — заметил Крокет, как будто одно несоответствие могло исправить бредовой ситуации. «Или вы состоите из плоти и крови, и тогда смертны, или вы бестелесны, и тогда нереальны». «Есть 3-й вариант», — наставительно сказал Гру-Магру. «Мы состоим из плоти и крови, и мы бессмертны. Врубился? Правда, против смертных я ничего не имею. Совы там или нетопыри, но человек...» Гном содрогнулся. «Никто из нас не выдержит вида человека». «Я человек!» — ухватился за соломинку Крокет. «Был», — уточнил Магру. «Был человек. Такой же дерьмовый, как и нынешний гном. Но выбирать не приходится, ибо таков закон Нида». «Ты объяснишь мне, наконец, ваш закон Нида?» — возмутился оскорбленный Крокет. «Естественно», — покровительственно заявил Гру-Магру. «Его установил первый император гномов Подгран III. Каждый 10-й человек, оставшийся под землей, преобразуется в гнома и остается с нами, для поддержания плотности населения. Как и произошло в твоем случае. Усек?» «Нет», — слабым голосом ответил Крокет. «Не могу. Этот ваш Подгран был первым императором гномов. Почему он тогда Подгран III?» «Дурацкий вопрос», — сказал Гру-Магру. «Поторопись». Теперь он почти бежал, таща за собой совершенно ошалевшего Крокета.
Новоявленный гном еще не научился управляться со своим телом и все время норовил наступить широченными сандалиями на мешающие руки. Крайне нескоро верхние конечности согнулись в локтях и прижались к туловищу, позволив оглядеться по сторонам. Мимо проплывали однообразные стены, освещенные странным серебристым светом. «Откуда здесь свет?» — удалось выдавить Крокету. «Свет?» — переспросил Гру-Магру. «Это не свет». «Но ведь вокруг не так уж и темно». «Не темно? А как бы мы смогли видеть, если бы вокруг не было темно?» Привыкнуть к логике гномов было невозможно. Крокет еле успел перевести дыхание. Зачем? Зачем он позволил увести себя из знакомой пещеры? Теперь никогда не удастся найти обратного пути. О боже! «Торопись, идиот!» «Зачем? Мы опаздываем на битву!» Но они не опоздали. Следующий тоннель просто кишел гномами, и все присутствующие яростно дрались. Мелькали красно-голубые блузы и шорты, луковичные головы крутились в вопящем водовороте. И, по мнению Крокета, тут явно годились любые приемы. «Ура!» — ликующий заорал Гру-Магру. «Да здравствует драка! Я гений! Я учуял ее за 6 тоннелей!» Он немедленно пригнулся, и здоровенный камень, брошенный незнакомым злобным гномом, пролетел над его макушкой. Гру забыл о своем пленнике, бросился на агрессора, сбил его с ног и принялся методично стучать вражьим затылком о пол пещеры. Предельная громкость их голосов терялась в общем реве, сотрясающем стены. Крокет решил придерживаться нейтралитета, и это было его ошибкой. Вынырнувший из-за груды камней огромный лысый гном ухватил миролюбимого Крокета за ноги, и Тим полетел во второй раз за сегодняшний жуткий день. С трудом вставая, он обнаружил под собой придавленного огненно-рыжего гнома с 4 большими бриллиантовыми пуговицами на блузе. Распластавшийся по полу поверженный противник выглядел весьма отталкивающе. Оглядев себя, Крокет не обнаружил ни одной царапины. По крайней мере, его тело было достаточно крепким. «Спасибо, вы спасли меня!» — послышался незнакомый голос. Крокет оглянулся и понял, что если в природе и существует нечто уродливее гномов-мужчин, то это, несомненно, гном женского пола, особенно сжимающая в руке внушительных размеров булыжник. «Я не причиню вам вреда!» — закричала гномка, стараясь перекрыть гул сражения. «Мугза пытался оторвать мне уши, а вы... Ой, он встает!» Действительно, рыжий Мугза уже пришел в чувство и пытался с помощью поднятой толстой ноги переправить Крокета на другой конец тоннеля. Гномка тут же уселась коварному Мугзе на грудь и с помощью любимого булыжника вернула его в первоначальное состояние. Только тогда она встала и вернулась к остолбеневшему Крокету. «Вы не ушиблись? Меня зовут Броки Бун. А вы новенький, вас притащил Гру-Магру, я права?» «Очень приятно», — соврал Крокет. «Вы не знаете, из-за чего началась эта драка?» «Ее начала я», — охотно разъяснила Броки Бун. «Просто так, а потом подключились остальные». «Просто так?» «Ах, ну да, ты же новенький. Слушай, ты был человеком, может быть, ты мне кое-что объяснишь?» Ее выпуклые глаза зажглись странным светом. «Как тебя зовут?» «Крокет». «Слушай, Крокет, что такое поцелуй?» «Чё?» «Ты понимаешь, однажды я сидела внутри холма, а снаружи трепались 2 человека, мужского и женского пола. Сначала мужчина просил у женщины поцелуй, а потом раздался чмокающий звук, и женщина сказала, что это восхитительно». «Очень интересно», — довольно тупо поддержал беседу Крокет. «И с тех пор меня терзают сомнения, потому что если какой-нибудь гном попросит у меня поцелуй, я не буду знать, что это за штука». «Гномы не целуются», — наставительно заметил Крокет. «Зато гномы копают», — ответила Броки Бун. «А также гномы едят. Я люблю есть и не люблю копать. Поцелуй случайно не похож на похлебку из тины?» Кое-как Крокету удалось объяснить любопытной Броки механику интересующего ее явления. Гномка несколько минут молчала. Потом, с видом крайнего одолжения, она приблизилась к Тиму вплотную. «Я дам тебе поцелуй». Перед глазами Крокета промелькнуло кошмарное видение. Вся его голова исчезла без остатка в бездонном провале ее рта. «Не стоит», — сказал он, — «я не хочу». «Тогда я дам тебе по шее», — предложила Броки Бун компромиссный вариант, безо всякого перехода давая Крокету в ухо узловатым кулаком. «Ой, не надо». Броки с сожалением опустила руку и оглянулась вокруг. Драка кончилась. Жалко, правда? Крокет потер ушибленное ухо и обнаружил гномов, давно забывших о последних событиях и торопливо разбегающихся по своим делам. В тоннеле снова царила тишина, нарушаемая лишь топотом гномьих ног. Сияющий и счастливый к ним подошел Гру-Магру. «Hello, Броки!» — сказал он. «Хорошая драка!» «Кого это ты?» «Мугзу.
— ответила Броки, глядя на распростертого рыжего гнома. «Он до сих пор без сознания. Давай-ка пнем его напоследок». Идея Броки притворилась в жизнь с большим энтузиазмом, и Крокет подумал, что не хотел бы он быть на месте пинаемого Мугзы, даже в состоянии полного беспамятства. Наконец Гру-Магру утомился. «Пошли», — сказал он, беря Крокета под руку. Они двинулись вдоль тоннеля, оставив Броки Бун прыгать на животе бесчувственного Мугзы. «Вы, кажется, не имеете ничего против избиения людей, когда они без сознания», — заметил потрясенный Крокет. «Не людей, а гномов», — поправил его Гру. «А кроме того, так гораздо забавнее. Можно бить именно туда, куда хочется. И хватит трепаться. Новый день, новый гном. Идем, тебя нужно посвятить». Гру принялся напевать какую-то гномовскую песню. «Послушай», — перебил его вокальные упражнения Крокет, — «мне пришла в голову одна мысль. Ты говоришь, что люди превращаются в гномов для поддержания стабильности вашего населения. Но если гномы не умирают, а новые продолжают пребывать, следовательно, гномов сейчас гораздо больше, чем ранее, и население растет». «Заткни фонтан», — посоветовал Гру-Магру. «Я пою». Начисто лишенная мелодии песня вызвала у Крокета сомнения в наличии у гномов национального гимна, а уж о колыбельных и говорить. «Быстрее!» — прервал размышления Тима Гру-Магру. «Мы должны увидеться с императором. Он всегда видится с новыми гномами, и советую тебе произвести на него хорошее впечатление, или я суну тебя в лаву под приисками». Крокет оглядел испачканную одежду. «Может, мне лучше привести себя в порядок? Я из-за этой драки весь перепачкался». «Не оскорбляй священных принципов драки», — обиженно заявил Гру. «Кроме того, ты все видишь как-то не так. Но моя одежда грязна до отвращения». «Ты себе льстишь», — сказал Гру, набирая под ногами пригоршню грязного песка и натирая им одежду, лицо и волосы Крокета. «Вот теперь совсем другое дело». Тьфу, спасибо, тьфу!» — раскашлялся новенький гном. «Надеюсь, я все же сплю, потому что...» Крокету было явно не по себе. Через некоторое время Гру втащил своего спутника в огромную каменную пещеру с троном в дальнем углу, вытесанным из цельного валуна. На троне, поджав ножки, сидел маленький гном, погруженный в созерцание собственных ногтей. «Пусть твой день будет вечен», — поклонился Гру. «Где император?» «Ванну принимает», — грустно ответил маленький. «Надеюсь, он утонул. Утром Тина, днем Тина, вечером опять та же Тина. Сначала слишком горячо, потом слишком прохладно, после слишком густо. Я себе пальцы стер до костей, намешивая тинные ванны. А благодарность? Одни пинки». С каждой минутой голос маленького гнома звучал все жалобнее. «Наверное, должно существовать понятие быть чересчур грязным. 3 грязевые ванны, 2 тинные, и все в один день. Ну да кто я такой, чтобы возражать? Я грязевая кукла, так он назвал меня сегодня. Дескать, в особо вонючей грязи попался ком, так это я. Впрочем, почему бы и нет? Проклятая мешанина, в которой он валяется, даже червю испортит пищеварение. Идите, идите, его величество там». Гном ткнул ногой в направлении полукруглого свода. Крокета потащили в соседнее помещение, где в ванной, полной жирной коричнево-черной грязи, сидел сонный обрюзгший гном. Лишь глаза сверкали через покрывавшую его плотную корку. Он зачерпывал из ванны пригоршни ее содержимого и бросал на плешь, стараясь, чтобы грязь стекала равномерными каплями. Когда ему это удавалось, гном был очень доволен. «Грязь», — утомленно прорычал он. «Что может сравниться со старой доброй грязью? Ничего». Гру бухнулся лбом в пол, увлекая растерявшегося Крокета за собой. «Встаньте», — милостиво сказал император. «Зачем церемонии? И кто этот новый гном?» «Закон Нида», — объяснил Гру. «Я нашел его наверху». «Ну да, конечно. Давайте его сюда. Я Подгран II, император гномов. Что ты можешь на это сказать?» Ну что мог Крокет сказать на это? «Как же вы можете быть Подграном II, если первый император был Подграном III?» «Идиот!» — прокомментировал вопрос император, внезапно исчезая под поверхностью грязи. «Позаботься о нем, Гру», — донеслось оттуда. «Вначале антрацит и никакой еды во время работы. Первая грязевая ванна через 100 лет добросовестного труда». Львиный рык императора стер в мозгу Крокета ужас предстоящих перспектив добросовестного труда и грязевых ванн. «Друг!» — поспешно приковылял перепуганный маленький гном. «Ваше Величество, неужели грязь недостаточно теплая?»
«Ты, нуль, разделенный на нуль!» — зарокотал Подгран. «Ты, слюнявый ублюдок, 6000 различных зловоний! Ты, крысоухий, веслошеи, избивающийся гнойный прыщ на добром имени гномов! Ты, ошибка геодезии! Ты...» Друг аккуратно влез во временный перерыв обвинительной речи императора. «Это лучшая из лучших ароматических грязей, Ваше Величество! Я лично отбирал ее!» «В ней червяк!» В ванне поднялась буря, и бушующее величество исчезло окончательно в коричневых волнах. У Крокета заложило уши. Он съежился и позволил Гру-Магру утащить себя прочь. «Хотел бы я встретиться со стариком в драке», — заметил Гру в безопасных глубинах переходов. «Но он наверняка прибегнул бы к колдовству. Самый лучший император из всех бывших ранее. Ни одной чистой клеточки на всем грязном теле». «А что будет со мной?» — заикаясь, спросил Крокет. «Ты что, оглох? Будешь копать антрацит. Если посмеешь съесть хоть крошку, я вобью ее в тебя вместе с зубами». Размышляя над особенностями явно дурного характера гномов, Крокет послушно отправился в галерею, где несколько дюжин разнополых гномов остервенело тыкали в стены кирками и мотыгами. «Здесь», — сказал Гру. «Давай, 20 часов будешь работать, 6 часов спать. А потом? Потом 20 часов работать и 6 спать. Повторить? И не смей прерывать работу, разве что ради драки». «А как я выясню местонахождение антрацита?» «А как я нашел тебя?» — нетерпеливо перебил Гру. «Гномы связаны с металлами, и у нас есть некоторые способности. Подумай об антраците». Крокет повиновался и с удивлением обнаружил, что его развернуло лицом к ближайшей стене. «Полагаю, это результат функциональной эволюции», — усмехнулся Гру. «Подумай о золоте или других подземных месторождениях, и ты сразу их почувствуешь. Это так же сильно, как отвращение к дневному свету. Когда мы приближаемся к свету, он нас отталкивает. Но я однажды видел дневной свет. И человека». Гру-Магру содрогнулся. «Гномы не выдерживают вида человека. Все-таки есть предел уродливости. Так что и ты старайся держаться подальше от света и людей. Здоровье того стоит». Крокет погрузился в размышления. Повинуясь своим новым ощущениям, он сможет выбраться из путаницы тоннелей? Ну что ж, потом он хотя бы окажется на поверхности. Раздумья были прерваны всунутой в руки киркой. «Вот здесь, приступай!» «Спасибо». Начал было Крокет, но Гру неожиданно пнул его и отправился восвояси, довольно напевая себе под нос. Появившийся гном-надсмотрщик, увидев бездействующего Крокета, ткнул бедного работника в уже распухшее ухо и подтвердил приказ работать. Волей-неволей пришлось Крокету брать кирку в руки. «Эй, Крокет!» — знакомый голос оторвал Тима от унылого отколупывания кусков антрацита. Это была Броки Бун, работавшая вместе с остальными и теперь весело улыбавшаяся новому приятелю. «Не волнуйся, ты долго здесь не пробудешь», — утешила она Крокета. «Лет 10, не больше, пока не попадешь в переделку, а уж потом тебя поставят на действительно тяжелую работу». Кирка выпала из ослабевших рук Крокета. «О господи, да у меня и так руки отваливаются. А ты давно тут вкалываешь?» «А я на антраците редко бываю. Обычно меня наказывают и переводят на металлы. Дело в том, что антрацит я ем». Она с громким треском продемонстрировала свои способности. Крокет содрогнулся, и к ним тут же подошел надсмотрщик. «Что это за перекур?» — рявкнул он. «А ну живо!» «А мы как раз собрались драться», — сообщила Броки в качестве оправдательного аргумента. «Драться? Только вдвоем? Или мне тоже можно присоединиться?» «Можно», — согласилась неженственная гномка и ударила киркой по затылку ничего не подозревавшего Крокета. Он угас в одно мгновение. Очнувшись через некоторое время от жестоких пинков под ребра, Крокет обнаружил себя в том же тоннеле, в окружении гномов, складирующих нарубленный антрацит. «Очнулся! Давай, принимайся за работу!» Окрик надсмотрщика вынудил Крокета автоматически повиноваться. «Слабенький ты какой-то!» Неунывающая Броки Бун уже стояла рядом. «Ты пропустил самое интересное! Я получила в челюсть, видишь?» Она продемонстрировала свой синяк. Крокет торопливо защитился киркой. Теперь он был опытнее. Копать, копать, 20 часов работы, 6 сна, 20 работы, 6, копать, копать. «Я думаю, из тебя получится хороший гном», — комплимент Броки вывел его из ступора. «Ты здорово привык. Кем ты был? Шахтером?» «Я?» Внезапно Крокет замолчал. В его глазах зажегся странный свет. «Я был профсоюзным рабочим организатором». «Кем?» «Ты что-нибудь знаешь о профсоюзах?» Пристально глянул на нее Крокет. «Или об условиях труда?» «Ты задаешь непонятные вопросы. Объясни». Крокет объяснил. Такого объяснения не напечатал бы даже профсоюзный орган Возрождения.
Оно было, как бы это сказать, несколько упрощенным. У Броки Бун был озадаченный вид. «Я не понимаю тебя до конца, но, по-моему, это здорово». «Еще как здорово», — поддержал Крокет. «Неужели ты никогда не устаешь от 20-часового рабочего дня?» «Разумеется, устаю. Тогда зачем так работать?» «Мы все так работаем», — не поняла опять Броки. «А если остановиться?» «Меня накажут, побьют сталактитами». «Ну а если остановятся все?» — настаивал Крокет. «Каждый распроклятый гном, если устроить сидячую забастовку». «Ты ненормальный», — заявила Броки. «Под землей никогда не бывало сидячих забастовок». «Поцелуев под землей тоже никогда не бывало», — возразил Крокет. «Нет, нет, он мне не нужен. И драться я тоже не хочу. Да послушай ты до конца. И пойми, что рабский труд угнетенных гномов служит поддержкой привилегированным классам и императору лично». «При чем тут классы? Мы просто работаем. Так хочет император». «А сам император когда-нибудь работает?» Торжествующе заорал Крокет. «Нет! Он только ванны грязевые принимает. Почему он один? Каждому гному по грязевой ванне, каждому гному по...» Политически неграмотная Броки Бун клюнула на приманку, схватила ее и проглотила. Через час она уже согласно кивала. «Каждому гному! Правильно, Крокет! Я сообщу остальным сразу после работы, в ревущей пещере. Сколько мы сможем собрать гномов? Вначале не очень много, 30 или около того. Нам необходим твердый план и жесткая организация. Мы...» Броки Бун начала терять интерес. «Давай драться!» «Замолчи и слушай. Нужно избрать совет. Кто у вас главный нарушитель спокойствия?» «Я думаю, Мугза. Ну, тот рыжий, которого ты сбил с ног, а я добивала, булыжником. Булыжник — оружие гномов». Крокет задумался. Злится ли на него Мугза? Вряд ли. Тем более, что Мугза с его бриллиантовыми пуговицами был эквивалентен местному герцогу, и его поддержка могла оказаться весьма ценной. «Хорошо, пусть будет Мугза. И Гру-Магру. Он обожает все новое, особенно если оно приводит к неприятностям». Сам Крокет не одобрил бы этих кандидатур, но предложить другие он не мог. Было бы неплохо заполучить особу, приближенную к императору. Как насчет месителя грязевых ванн? Как там его друг, что ли? Договорились, это я устрою. Броки все-таки остыла к идее профсоюза и принялась поедать близлежащий антрацит. Возник надсмотрщик, и дело кончилось традиционной дракой, из которой Крокет вышел с подбитым глазом. Чертыхаясь про себя, он вернулся к процессу копания. Но этой ночью должно было произойти небывалое – собрание заговорщиков. И как не хотелось Крокету спать, он не мог позволить себе упустить такую возможность. В противном случае бессмертное будущее превращалось в непрерывное ковыряние антрацита. Может быть, организовав забастовку гномов, он сумел бы оказать давление на Подграна II? Гру-Магру говорил, что император – колдун. Не способен ли он превратить Крокета в человека? «Он никогда такого не делал», – возразила Броки Бун. Крокет обнаружил, что говорит вслух, но удержаться он уже не мог. «А если бы захотел?» Броки пожала плечами. Но крохотный огонек надежды уже зажегся перед Крокетом. Копать, 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 спать. Чувство опасности выбросило его из кошмарных сновидений. Крокет сел, инстинктивно уворачиваясь от удара Гру-Магру, направленного в голову спавшего. «Извините, что я так не вовремя проснулся», — язвительно заметил Крокет. «Иначе бы вы могли пнуть меня еще раз». «Успеется», — ответил Гру. «Что тут у вас затевается? Я собрался лечь, но Броки сказала, что намечается большая драка. Когда?» «Сначала надо поесть», — решительно сказала Броки. «Я пойду готовить грязевой суп». Она отошла в угол и занялась стряпнёй, а Крокет принялся излагать собравшимся свою точку зрения. Идея профсоюза была принята довольно сносно, в основном из-за перспектив крупного побоища. Мирное сопротивление не укладывалось в задубевшие гномьи мозги. «Как же это я откажусь работать?» — не понимал ортодоксальный друг. «Этот старый болотный слизняк Подгран не может без тинных ванн. Откажусь я или нет, он все равно погонит меня за тиной». «А кто тебя поведет?» — спросил Крокет. «Охрана». «Так охрана тоже будет бастовать, олух». «Не знаю, как охрана, а меня он точно заколдует», — продолжал сомневаться упрямец. «Ну не станет же он всех заколдовывать», — продолжал доказывать Крокет. «Станет, он очень нехороший, хуже Гру, он всех дарнсетских гномов превратит в сталактиты или во что-то еще, а меня первого». Но Крокет не мог поверить подобному утверждению. Оно в корне расходилось с пониманием классовой психологии и экономических мер борьбы. «А ты что скажешь?» — переключился он на хмурого Мугзу. «Я хочу драться», — злобно заявил тот. «Я хочу кого-нибудь пнуть, лучше сейчас».
А 3 грязевые ванны в день ты не хочешь? Хочу, но император мне не позволит. Он любит, когда я копаю. Идиоты! В отчаянии завопил Крокет. Неужели копание важнее всего на свете? Нет, хором ответили гномы. Драка важнее. И тут Крокета посетило вдохновение. Так в этом же все и дело. Ваш вшивый император собирается издать закон о запрещении драк. Он и не подозревал об эффективности своего хода. «Ни за что! Мы всегда дрались!» Это был разъяренный Гру. «А теперь не будете!» Подлил масло в огонь Крокет. «Не будем?» «Не будете. Всякий оставшийся в живых гном будет тихим и покладистым». «Пошли дадим подграну в морду!» Предложил Мукза, скакивая и опрокидывая на Крокета горшок с горячим супом. «Ни за что!» — подпрыгнул обожженный лидер. «Это не наши методы. Забастовка — вот то, что нам нужно. Что будет делать Подгран, если мы все сядем и откажемся работать?» Маленький друг задумался. «Он будет ругаться, меня двинет. А потом? Потом двинет еще раз. Ну а дальше? Дальше пойдет заколдовывать всех, тоннель за тоннелем. Не пойдет. Солидарность. Вот в чем наше спасение. Когда будет объявлено о забастовке, мы должны собраться все вместе, в самой большой пещере. Не захочет же император стать правителем без подданных. Годится пещера совета, поддержал идею Гру, за тронной комнатой. А сколько гномов к нам присоединятся? Спросил Крокет. Все, пробурчал Мукза, запуская пустым горшком в голову друга. А какое оружие может использовать Подгран? Яйца-кокатрис! С дрожью в голосу сказал друг, выискивая самый острый обломок горшка. Яйца? Это не настоящие яйца, объяснил друг, а волшебные, для заклинаний. Зеленые, как мне кажется, для превращения гномов в дождевых червей. Работают примерно на 20 футов. Красные, по-моему, для превращения в людей. А голубые... У Крокета расширились глаза. А где он прячет яйца? «Кончайте базар!» — встрял в беседу утомленный Мукза. «Давайте драться!» Он прыгнул на друга, нашедшего все-таки самый острый обломок горшка. Проки-бун и Гру-Магру с радостью поддержали инициативу, и пещера загудела от возбужденных воплей. Пытавшийся вмешаться Крокет волей-неволей был втянут в самую гущу свалки. После Крокет долго вспоминал чувство удовольствия, которое он испытал, хватая Мукзу за волосы. Да и раскопки антрацита уже не вызывали в нем прежнего отвращения. Возможно, и Гру-Магру, и Броки когда-то были людьми. Тогда надо поторопиться, пока гномовская извращенная психология не завладела Крокетом окончательно. Он даже начинал чувствовать отвращение к дневному свету. Скорее, скорее добраться до Подграна. Хотя тот и не был гномом с высоким коэффициентом интеллекта, но колдуном он был наверняка. Яйца-кокатрис, красные, забастовка. Утром Броки накормила его супом. Видимо, сказывался ее давнишний интерес к поцелуям. Время от времени она предлагала Крокету один, но он неизменно отказывался. Тогда она стала кормить его завтраками. Доедая заржавленный обломок, Крокет утешал себя тем, что уж железа он вводит в организм достаточно. Вначале он задумался о своих внутренних органах, но они представлялись в виде отвратительной зубчатой передачи и доставили Крокету немало неприятных минут. Может быть, подсыпать императору наждака? Хотя вряд ли это выведет его из строя. «Как насчет забастовки, Броки?» «Отлично!» — она улыбнулась. И Крокет содрогнулся. «Сегодня все гномы соберутся в пещере совета. Пошли копать!» Копать, копать, а тут еще этот проклятый надсмотрщик. Копать, драться. Через 5 столетий закончится бесконечный рабочий день. Поток гномов вливался в пещеру совета, полную зеленых блестящих сталактитов. Головы луковицы, огромные рты, глаза. Драки завязывались дюжинами. Гру-Магру, Мукза и друг заняли места возле Крокета. На полу пристроилась Броки-бун. «Давай!» — шепнула она. «Скажи им про все!» Крокет взобрался на выступ, оглядел ряды гномов, залитые сверхъестественным серебристым сиянием. «Товарищи гномы!» Слабый голос его усилился акустикой пещеры и громом прокатился под сводами. Это придало Крокету бодрости. «Товарищи гномы, почему мы должны трудиться по 20 часов в день? Почему мы не смеем есть антрацит, выкопанный нашими же натруженными руками? И в это же самое время кровосос Подгран сидит в своей ванне и потешается над вами, над нами, товарищи гномы, ибо теперь я один из вас. И я знаю, что император один, а нас много, и нам тоже нравится грязевой суп 3 раза в день. И если мы все, как один, сплотив ряды, откажемся работать, то никакая сила не заставит нас повернуть».
Крокет выдержал внушительную паузу. Теперь пора тронуть самую чувствительную струну гномьих сердец. Знаете же, что кровосос... Нет, кровосос уже был. Захребетник Подгран, он будет отнекиваться, он будет открещиваться от идеи закона, запрещающего драки. Но поверим ли мы императору? Нет, нет и еще раз нет. Тысячи гномов встанут на защиту своих прав, и властям придется капитулировать перед единством наших сердец. Я не знаю насчет капитуляции, но заколдует он нас наверняка. Печально пробормотал пессимист-друг. Не посмеет. Не всегда императорский бутерброд будет падать грязью вверх, и это будет наше последнее слово. Последнее слово выразилось в грандиозной свалке, но Крокет был доволен. Завтра гномы не выйдут на работу. Завтра все они соберутся в пещере и будут ждать развития событий. Этой ночью он спал хорошо. Утром Крокет отправился в пещеру совета, прихватив с собой непривычно тихую Броки Бун. Величие происходящего наложило отпечаток на ее бурную натуру. Пещера, вмещавшая с легкостью тысячи красно-голубых гномов, выглядела весьма красиво. «Да», — подумал Крокет, — «так оно и должно быть. Или сегодня, или никогда». Вошел унылый друг. «Из-за вас я не приготовил императору грязевой ванны», — дрожащим фальцетом произнес он. «Он в ярости, слышите?» Действительно, из-за одной стены доносились отдаленные скрипящие звуки непонятного происхождения. Впрочем, теперь понятного. Подошли Мукза и Гру Макгру. «Он придет совсем один», — радостно сказал Гру. «Вот это будет драка!» «Будет», — проворчал Мукза. «Я уже не могу терпеть, давайте драться сейчас!» «Вон в углу спит какой-то гном», — поспешно сказал Крокет. «Если ты до него доберешься, то получишь полное удовлетворение». Мукза собрался было отправиться на поиски, но как раз в это время в пещеру вошел Подгран II, император дарнцетских гномов. Крокет впервые увидел его без грязевого покрытия и сразу пришел к мысли, что император соединяет в своей особе самые отвратительные черты каждого ранее виденного Крокетом гнома. Полученный результат не поддавался описанию. Подгран остановился, покачиваясь на коротких кривых ногах. «У меня гости!» – прорычал он. «Ага, друг, где во имя 9 испаряющихся гиен моя утренняя ванна?» Друг моментально исчез из императорского поля зрения. С кровли сорвался сталактит и упал перед замолчавшим Подграном. Крокет шагнул вперед и попытался использовать образовавшуюся паузу. «Мы бастуем!» – несколько неуверенно объяснил он. «Это сидячая забастовка, и мы не пойдем в шахты до тех пор, пока...» Стены содрогнулись от подграньего рева. Что я слышу? Ах ты лупоглазый, плоскоязычный ублюдок, кастрированного нетопыря, пятно проказы на брюхе земляного червя, паразит и потомок пара!» Бурный эмоциональный монолог был прерван нетерпеливым Мукзой, так и не добравшимся до спящего гнома. «Драться!» – завопил он и ринулся на императора, но был сбит с ног весьма умелым тычком. Крокет повысил голос, пытаясь преодолеть сухость в горле. «Ваше Величество, если вы соблаговолите выслушать...» «Ты, злокачественный нарост под крыльях дегенеративной летучей мыши!» Продолжил Подгран II описание Крокета. «Я вас всех заколдую! Забастовка? 33 кирки тебе и 5 мотык! Я остался без грязевой ванны! Клянусь Кроносом, Пиццем и Локки! Вы пожалеете об этом!» «Яйца кокатрис!» Прошептал Крокет, Гру Макгру и Броки Бун. «Не дайте ему добраться до них!» «Как же!» На этот раз пессимизм вынырнувшего друга был вполне оправдан. Они не в тронной зале. Подгран вытаскивает их прямо из воздуха. В наступивший стратегический момент худшие инстинкты Броки Бун проявились со всей полнотой. С воплем восторга она сбила ошеломленного Крокета с ног и кинулась к императору. Пурпурный от бешенства Подгран вдавил свой узловатый грязный кулак в ее макушку и взмахнул свободной рукой. На его широкой ладони засверкало желтое лицо. Яйцо кокатрис. Ревя, как раненый слон, Подгран швырнул его в толпу, и среди гномов мгновенно очистился круг 20 футов в диаметре. Вместо исчезнувших забастовщиков в воздухе захлопали крыльями дюжины летучих мышей, увеличивая суматоху и панику. Хаос охватил пещеру совета. С криками ярости и восхищения гномы бросились на императора. «Бей!» — отдавался стократным эхом боевой клич от замерзших стен. Подгран выхватил из ниоткуда следующий кристалл, на этот раз зеленый, и 27 земляных червей, еще секунду назад бывших гномами, были растоптаны наступающими.
Образовавшаяся брешь мгновенно заполнилась новыми бойцами. Крокет присел за сталактитом и погрузился в созерцание побоища. Оно заслуживало всяческого увековечивания, но нервным и детям не стоило бы рекомендовать подобные зрелища. Яйца кокатрис взрывались нескончаемым потоком. Те, кто оказались на границе 20-футового кольца, превращались частично. Крокет видел гномов с головой ночной бабочки, червей до середины туловища, остальные не находили аналогов даже в самой изощренной мифологии. Все новые порции гномов ныряли в жуткий грохот и осыпающиеся сталактиты, и все новые мыши, моли, нетопыри и прочие уроды наполняли пещеру. Крокет зажмурил глаза и стал молиться. Когда он снова осмелился взглянуть на поле боя, Подгран как раз выхватил из воздуха красный кристалл. Император помедлил и положил его рядом с собой на пол. На свет появилось бирюзовое яйцо, и 30 гномов растворились в его сиянии, превратившись в жаб. Ряды нападавших редели, поток яиц кокатрис был неисчерпаем, и лишь Подгран имел явный иммунитет против своего волшебства. Крокет понял, что конец близок. Рано или поздно, но очередь дойдет и до него. Красный кристалл. Что-то знакомое вертелось в памяти и никак не хотело оформляться. Ах да, Подгран не пользуется им, потому что красное яйцо превращает гнома в человека, а сам вид человека ненавистен императору. И если бы Крокет смог добраться до кристалла... Крокет прокрался вдоль стены и, минуя волну гномов, превратившихся в псов, дополз до вожделенного яйца. Оно было гладким и холодным. Все получилось на удивление легко. Крокет собрался было бросить яйцо у своих ног, но ему вдруг стало зябко и неуютно. Ни один человек не сумел бы выбраться из лабиринта Дарнсетских гор. Но гном бы выбрался наверняка. У самого носа Крокета пролетела летучая мышь, что-то восторженно вереща голосом Броки Бун. Прежде чем бежать, обладатель красного яйца окинул пещеру совета прощальным взглядом. В ней царила полная неразбериха. Нетопыри, черви, утки, мокрицы и уж совсем непонятные создания бегали, летали, кусались, гадили и крякали повсюду. Оставшиеся гномы постепенно присоединялись к порождениям императорских кристаллов, разбегаясь в поисках укрытия. «Бастовать!» — ревел Подгран. «Я вам покажу, вы у меня узнаете, почем фунт угля!» Крокет решил не дожидаться обещанного и нырнул в ближайший тоннель. Там он сосредоточился на дневном свете, и его левое ухо ощутило давление. Он бросился вперед, не упуская новых ощущений и сжимая в руке драгоценный кристалл. Шум битвы затихал в отдалении. Мерзкий, злобный и тупой старикашка. Он, наверное, не остановится, пока не уничтожит всех своих подданных. Еще ни разу на поверхности бастующие не сталкивались с такими тотальными ответными мерами. Хорошо, хоть толстые ноги Крокета оказались достаточно проворными. Размышления о достоинствах гномьих ног были прерваны синхронным топанием позади. Поток диких ругательств, достигший ушей Крокета, ясно указывал имя преследователя, и Тим не стал оборачиваться. Не всякого сомнения, озверевший Подгран очистил пещеру совета до последнего гнома и теперь намеревался исполнить свои многочисленные обещания по поводу удравшего возмутителя спокойствия. Ведомой реакцией на свет, Крокет пулей мчался по коридорам. Если бы он не знал преследователя слишком хорошо, то вопли Подграна вполне способны были сойти за крики целой армии гномов. Быстрее, еще быстрее. Увы, Подгран стал не только слышен, но и виден. Крокет подпрыгнул, свернул за угол и увидел вдали поток света, каким он кажется глазам гнома. Поздно. Корявая рука Подграна через несколько секунд вцепится в тощее Крокетово горло. Завизжав, Крокет замахнулся яйцом кокатрис. Если он успеет превратиться в человека, Подгран не сможет до него дотронуться. Император, видя ускользающую от наказания жертву, выхватил из воздуха целую обойму разноцветных кристаллов и запустил всю радугу в Крокета. Они разорвались одновременно с красным яйцом, и крыша тоннеля, не выдержав взрыва, задрожала и обвалилась. Спустя некоторое время Крокет с трудом выкарабкался из-под обломков. В нескольких шагах от него стоял невредимый Подгран. Император посмотрел на задыхающегося Крокета, потом издал леденящий душу вопль ужаса и растаял в темноте тоннеля. Звук его шагов быстро удалялся. Крокет с трудом выпрямился. Гномы боятся людей, вот оно что, слава богу. Он почувствовал даже большее облегчение, чем думал. Подействовало ли колдовство? Его смущала брошенная Подграном вереница яиц кокатрис. Но все-таки первым разбился красный кристалл. Глубины пещер теперь были привычно черными и молчаливыми.
Выбравшись наружу, счастливый Крокет улыбнулся навстречу теплому вечернему солнцу, спускающемуся за такой родной горизонт. Он стоял у подножья Дарнсетских гор, среди зарослей ежевики. Сотни футов ниже по крохотному полю ходил фермер с плугом. Крокет заковылял к пашущему. При его приближении человек обернулся. Некоторое время фермер стоял неподвижно, с выражением лица, напоминавшим Подгранова. Потом дико заорал и кинулся на утек. Заколебавшийся Крокет, вспомнив о разноцветных яйцах кокатрис, с трудом повернул шею и осмотрел собственное тело. Крик, вырвавшийся из груди многострадального Крокета, ничем не напоминал звуки, которые способны издавать человеческое существо. И все же он был вполне естественен при данных обстоятельствах. Конец. Текст читал Евгений Губанов. Спасибо за просмотр. Друзья, если вам нравятся мои видео и другой контент, поставьте лайк и подпишитесь на канал, оставьте комментарии и поделитесь видео с друзьями. Ваша поддержка очень важна. А если желаете поддержать развитие канала материально, становитесь моим подписчиком на Бусти или Патреоне, или же можете разово задонатить через Donation Alerts. Все ссылки в описании.